Всем привет! Сегодня предлагаю 4 очень вкусные мясные домашние закуски, которые будут шикарно выглядеть на вашем столе, а гости от них останутся просто в восторге. Сегодня будем готовить необычное мясо, точнее мясной рулет по старому бабушкиному рецепту. Я когда-то помню, когда в детстве приезжал, это было так вкусно, так незаменимо, а самое главное, когда мы были детьми, мы очень не любили, чтобы продукты были жирными, поэтому у нас сегодня все получится просто, вкусно и без какого-либо жира. Для начала нам понадобится кусок мяса, не жирного, но так, чтобы он хорошо подходил на отбивные. Нарезаем 4 куска, примерно толщиной 1,5 см. Мясо у меня сегодня свиное, но также можно использовать и говядину. После того, как понарезали мясо, его нужно накрыть пищевым целлофаном, взять молоток для отбивных и отбить с двух сторон. Мясо примерно должно будет увеличиться в 2-2,5 раза в объеме. Затем отбитый кусок мяса нужно немножко поперчить и посолить, а после того взять руками и вот так вот как будто бы втереть перец с солью прямо в мясо. Такую процедуру нужно проделать с двух сторон. Затем укладываем мясо в тарелку и точно таким же образом поступаем с остальными кусками мяса. Все куски мы будем складывать стопкой и пускай вот так вот оно немножко промаринуется. И точно такую же самую процедуру мы будем проводить с куриным филе. Нам понадобится 2 филешки одной курицы. Филешки мы будем разрезать вдоль на 2-3 части. Это как у вас получится, и все будет зависеть от того, какой величины у вас филе. Точно так же мы накрываем куриное филе пищевым целлофаном, берем молоток, маленькими зубьями стараемся отбить, тоже чтобы мясо увеличилось в объеме примерно в 2-2,5 раза. Но смотрите, не перестарайтесь, чтобы в мясе не было дырок. Дальше каждый кусок мяса нам точно так же с двух сторон нужно будет поперчить, посолить. Соль с перцем нужно будет руками опять-таки втереть в мясо, чтобы оно хорошо пропиталось. И опять все будем укладывать стопкой, чтобы оно все промариновалось в собственном соку. Ну а затем нам понадобится терка и 3-4 зубчика чеснока. Чеснок нужно будет натереть на мелкую терку. Натертый чеснок пока что отставляем в сторонку. Ну а дальше нам только остается собрать наш рулет вместе. Берем пергаментную бумагу, застилаем разделочную доску, берем свиное мясо, то, что мы отбивали на отбивные, и вот таким вот способом будем укладывать одно на второе, так сказать, лесенкой, чтобы когда мы будем сворачивать, у нас был хороший зацеп, как будто бы было одно сплошное полотно из мяса. Затем нам нужно взять чеснок и постараться равномерно распределить его по всей поверхности свиного мяса. После чеснока нам нужно взять целые зерна горчицы и тоже распределить их по всей поверхности свиного мяса. И только после этого мы будем раскладывать куриное мясо. Смотрите, куриное мясо нужно раскладывать будет поперек того, что мы разложили свиное мясо. Это для того, чтобы был более хороший сцеп и более хорошо держался рулет. Раскладываем полностью все мясо. Если у вас оно будет лишним, его нужно будет разложить полностью все, даже если это займет у вас 2 слоя, так как у меня. А затем берем аккуратно вот так вот за пергамент и стараемся свернуть ровный, красивый, аккуратный рулет. Пергамент в мясо сворачивать не нужно, нужно просто сделать так, чтобы мясо не разлетелось. Получилось все аккуратно и более-менее ровно. Ну а далее в этот же пергамент нам нужно постараться завернуть полностью весь рулет. В этот момент старайтесь сделать так, чтобы получилось все как можно более поплотнее. Затем берем нитки и полностью хорошо обвязываем весь рулет. Если же вы это не сможете сделать сами, попросите, чтобы вам кто-то помог. Ну и вот как-то так у меня получилось перевязать рулет нитками. После этого, как вы проделали такую процедуру, перекладываем мясо на противень и отправляем полностью все в духовку, разогретую до 200 градусов, ровно на 1 час 20 минут. Через час 20 достаем хороший, красивый, пропекшийся уже рулет. Наверх на рулет вот так вот прямо в противень укладываем разделочную доску, а наверх на доску нам нужно установить какой-то пресс. У меня это будет 3-литровая банка с закруткой. И в таком вот положении нужно вот это все будет оставить минимум на 3-4 часа. Если это простоит у вас целую ночь, будет даже лучше. Ну что ж, у меня прошло ровно 4 часа. Разрезаем нитки, убираем полностью все нитки и разворачиваем с пергамента наш рулет. Как видим, мясо от пергаментной бумаги отстает очень хорошо, очень красиво. Все получилось точно так же, как в детстве делала бабушка. Получилось красиво, аккуратно и что-то похоже немножко на гусеницу. Ну и настал вот этот момент истины. Берем нож и начинаем разрезать наш рулет. Видим, что рулет разрезается хорошо, легко, держит форму, ничего нигде не рассыпается, не распадается. В разрезе такой рулет смотрится просто шикарно. Жиру здесь нет, а такое ощущение, как будто бы вот это белое мясо, это есть сало. Но
Все получилось просто вкусно, диетически и не жирно. В детстве мы очень обожали такой вот рулет у бабушки. Это было самое любимое блюдо не только на праздничном столе. Бабушка старалась нас всегда таким баловать. А сейчас приготовим очень необычно и очень-очень вкусно. Сегодня будем делать лодочки с фаршированным куриным филе. В итоге получим очень сочные и нежные блюда. И для начала нам понадобится небольшой пучок петрушки. Петрушку можно заменить либо шпинатом, либо же салатными листьями. Саму петрушку нужно очень-очень хорошо измельчить и отправляем ее в отдельную глубокую тарелку. Затем берем 2-3 зубчика чеснока и пропускаем их через чесночный пресс в тарелку прямо к измельченной петрушке. Сюда же в тарелку нужно добавить 1 столовую ложку французской горчицы в зернах, немного натертого твердого сыра, 1 столовую ложку сметаны. И все вот это нужно немножко поперчить. Перец добавляйте по своему вкусу. Затем берем ложку и очень хорошо все перемешиваем. И наша очень вкусная начинка для куриных филе уже будет готова. Далее берем непосредственно само куриное филе. Берем хорошо острый нож и прорезаем куриное филе вот так вот пополам. Прорезаем, не разрезаем полностью, а прорезаем. Его нужно будет разложить на 2 части вот так вот, чтобы получился один большой кусок мяса. Внутренность вот этого разрезанного филе немножко нужно поперчить и посолить. Затем вот так вот рукой просто как будто бы втираем соль и перец внутрь мяса, немножко, аккуратно. Затем берем 1 столовую ложку начинки, той, что мы готовили. Аккуратно укладываем ее наверх вот так вот на разрезанную часть филе. Разравниваем аккуратно полностью. И филе нам нужно сложить как будто бы обратно, как будто бы мы его не разрезали. Но начинка уже должна будет остаться внутри. Затем вот так вот сложенный кусок филе нужно немножко сверху поперчить и натереть немножко солью. Переворачиваем его на вторую сторону и делаем точно так же. Дальше нам нужно взять кисточку и немножко подсолнечного масла. И вот этот низ куриного филе вот так вот аккуратно смазываем немножко подсолнечным маслом. Уже готовый зафаршированный кусок филе отставляем в сторонку. С остальными кусками филе нам нужно проделать все точно так же. Сколько вы приготовите их, только зависит от вашего желания. Затем берем двойной лист пергаментной бумаги. Размер пергаментной бумаги должен быть примерно 5-7 см длиннее с каждой стороны за ваше куриное филе, которое вы готовили. На пергамент филе нужно будет уложить уже той частью, которую мы смазали подсолнечным маслом, а верхушку филе нужно тоже смазать подсолнечным маслом. Далее берем за края пергаментной бумаги, вот так вот подгибаем все к центру, и вот эти вот края нужно свернуть, как будто бы вы сворачиваете конфетку. Нужно сделать так, чтобы наше куриное филе оказалось как будто бы в формочке. Получится как будто бы импровизированная лодочка, чтобы во время выпечки, когда будет собираться жидкость, она никуда не повытекала, чтобы осталась полностью вся внутри. Верхушку вот так вот немного подгибаем. Этим самым мы делаем ее более устойчивой, более такой упругой. И в итоге у нас должно будет получиться что-то похожее на импровизированную лодочку. И вот точно таким же образом нам нужно сделать остальные лодочки на те куски филе, которые вы для себя заготовили. Далее нам еще понадобится 1 помидор, и его нужно нарезать на вот такие вот полукольца. Берем наши уже готовые лодочки, берем остатки натертого твердого сыра. Аккуратно вот так вот каждое филе посыпаем поверху сыром. Затем на каждую лодочку мы укладываем наверх на сыр половинку нарезанного помидора полукольцами. Вот так вот, как будто бы лесенкой. А наверх на помидоре опять насыпаем небольшое количество натертого твердого сыра. Аккуратно перекладываем наши лодочки на противень и отправляем его в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 35-40 минут. Но смотрите, время выпечки зависит от вашей духовки. Оно может быть либо больше, либо меньше. У меня лодочки простояли в духовке 45 минут. Аромат стоит на пол подъезда. Получились они вот такие вот красивые, ароматные и очень-очень сочные. Смотрите, жидкость по краям как будто бы еще кипит. И конечно же, непосредственно перед самой подачей нужно все присыпать немножко измельченной зеленью. Так будет выглядеть более красиво и более ароматно. Далее берем тарелку, достаем филе из лодочки. Получается вот такой вот необычный, красивый, аппетитный кусок. Но делайте все аккуратно, потому что все еще горячее. Жидкость, которая осталась, ее можно использовать в качестве подливки к картошке, либо к спагетти. Ну а сыр, который расплавился и остался в жидкости, тоже можно выложить вот так вот аккуратно на тарелку, он тоже очень-очень вкусный. Ну и посмотрите, после того, как вы разрежете вот это вот филе, оно внутри оказывается очень нежное, сочное и очень-очень вкусное. Начинка, которая осталась внутри, тоже очень необычная и придает свой неповторимый вкус.
А сейчас очень необычно и по-домашнему. Сегодня будем делать сало как копченое. То бишь мы будем импровизировать. Мы постараемся сделать в домашней квартире сало как копченое, без коптильни и без дыма. Получится все очень интересно, а вкус будет просто обалденный. По виду даже никто не сможет предположить, что это сало было сделано без коптильни. И для начала нам понадобится кусок сала, проросшего с мясом. Кусок должен быть примерно от кило до 1,5. Берем кастрюлю подходящих размеров, в моем случае она была 3-литровая. Нам понадобится луковая шелуха, хорошо очищена и так, чтобы на ней не было нигде грязи. Луковую шелуху добавляйте примерно так, чтобы было пол кастрюли, но не трамбуйте. Дальше сюда же в кастрюлю отправляем 3-4 лавровых листика, 6 штук черносливин, но без косточки, 2 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки соли с горкой. Затем я еще добавляю несколько горошин кориандра и 4-5 горошин душистого перца. И самое главное, все, что сейчас вот это есть в кастрюле, нужно заливать холодной водой. 1,5 литра. Еще раз повторяю, вода должна быть холодной. Затем берем ложку и все немного перемешиваем. Это для того, чтобы сахар и соль хоть немного, но растали. Затем нам нужно взять наш подготовленный кусок сала, вот так вот аккуратно его уложить в кастрюлю. Если вам будет воды не хватать, воды нужно залить так, чтобы все сало было покрытое водой. После того, как вы замочили сало уже в воде с шелухой, отправляем кастрюлю на плиту и включаем средний огонь. Накрываем все крышкой и дожидаемся, пока вода закипит. Периодически нужно поднимать крышку и смотреть, не закипела ли вода. Также можно ложкой немножко все помешать, чтобы равномерно распределить шелуху по всей кастрюле и смотреть, чтобы сало было покрыто водой. Ну и смотрите, когда вы поднимете крышку и увидите, что сало уже у вас хорошо кипит, закрываем опять крышку назад и на таком вот огне выдерживаем сало ровно 30 минут. Ни больше, ни меньше. Ровно 30 минут. И после 30 минут кипения сала в этой воде вместе с шелухой, огонь на плите полностью выключаем, берем ложку, немножко шелуху приподнимаем так, чтобы накрыть ею сало, накрываем крышку и в таком вот положении нужно все оставить до полного остывания воды. В моем случае кастрюлька будет стоять вот так вот целую ночь. Затем нам нужно взять тарелку подходящих размеров, достаем сало из кастрюли, очищаем его полностью все от шелухи, чтобы нигде не осталось ни единого листика. Аккуратно укладываем на тарелку и даем ему немножко полежать, чтобы из сала ушла вся лишняя вода. Чтобы быстрее ушла вся лишняя вода из сала, мы его немножко просушим бумажными полотенцами. Дальше я заранее очистил одну головку чеснока. И вот этот весь чеснок нам нужно пропустить через чесночный пресс в небольшую тарелку или чашку. Затем уже к чесноку нужно добавить немного черного молотого перца. Сколько добавлять перца, это решать уже вам. Как вы любите, более острые или менее острые. Чеснок с перцем нужно хорошо перемешать, чтобы чеснок немножко пустил еще сок. А затем мы берем чеснок с перцем и полностью все наше сало нужно хорошо обмазать вот так вот чесноком с перцем. Можно делать это руками, а можно так, как я, вот ложечкой. И после того, как вы обмазали все сало чесноком с перцем, берем пергамент и аккуратно полностью все заворачиваем в пергамент. Пергаментной бумаги в этом случае не жалейте, нужно сделать так, чтобы все хорошо было завернуто и нигде не было просветов. Для надежности я заворачиваю в 2 листа пергаментной бумаги. В таком вот положении отправляем сало в холодильник примерно на час, и после часа его уже можно нарезать, кушать и подавать к столу. Никто из гостей даже не будет подозревать, что вы это сделали не в коптильне. Ну что ж, прошел ровно час, ну и давайте посмотрим, что же у меня получилось в разрезе. Смотрите, кусок сала получается вот такой вот красивый, аккуратный, нарядный. Аромат стоит по всей квартире, и такой аромат, что кажется, что можно просто за один раз скушать вот такой вот большой кусок. Ну а когда вы его разрежете и порежете на маленькие кусочки, вы ничем не отличите, что это сало было без коптильни. И еще один не менее красивый, очень вкусный и праздничный рецепт. Ветчина или же карбонат, как ее еще называют. Мясо очень нежное, сочное и вкусное, но в магазинах оно обычно стоит дорого. Сегодня я вам покажу, как его легко приготовить в домашних условиях. Получится ничем не хуже, а порой даже и вкуснее, нежели покупное. Итак, нам понадобится мясо. У меня сегодня свинина. Это свиная филейка, как ее у нас называют. И минимум нужно будет 1 килограмм. У меня здесь кило 200 грамм.
Для такого рецепта очень хорошо подойдет еще мясо шеи. Для дальнейшего приготовления нам понадобится на 1 килограмм мяса 10 грамм повареной соли и 10 грамм нитритной соли. Так как у меня сегодня кило 200, я взял по 12 грамм той и той. Вот такая вот нитритная соль. Покупал я у себя в супермаркете, но также она у нас продается на рынках. Стоит недорого, баночка вот такая небольшая, но вам ее хватит очень-очень надолго. Итак, и ту соль смешиваем хорошо, чтобы вся соль равномерно размешалась. А затем полностью всей солью нужно аккуратно и красиво натереть ваш кусок мяса. Постарайтесь сделать так, чтобы равномерно распределить полностью всю соль по всей поверхности мяса. Ну и вот как-то так примерно у меня получилось покрыть полностью весь кусок мяса солью. Затем нам понадобится пищевая пленка, и этот кусок мяса нужно будет очень хорошо и плотно завернуть в пищевую пленку. Я заворачиваю примерно 5-6 оборотов в одну сторону, затем пленку вот таким вот образом поворачиваем и еще 5-6 оборотов делаем вот так вот вдоль мяса. Чем плотнее и чем лучше вы завернете, будет только лучше для вашего куска мяса. Смотрите, если вы завернете и во время того, как мясо будет просаливаться, из этой пленки, из этого комочка будет вытекать жидкость, это будет плохо. Нужно сделать так, чтобы вся жидкость во время засолки осталась внутри. Ну и после того, как вы мясо хорошо завернули, отправляем его в холодильник на нижнюю полку ровно на 7 дней. Я как-то пробовал делать и на 5 дней, и на 4 дня, но самый оптимальный вариант и наиболее мне понравилось, это 7 дней вот такой вот засолки мяса в таком вот пакете в холодильнике на нижней полке. Через 7 дней достаем мясо из холодильника и аккуратно извлекаем его из пищевой пленки. И во время того, как вы будете извлекать мясо из пленки, вы заметите, что ваш кусок мяса, он стал как будто бы сбитый. Так, как будто бы он немножко превратился в такой красивый, хороший, аккуратный, плотный брусок. Вот так вот все должно получиться. Как я и говорил, чем плотнее вы обернете в целлофан, тем будет лучше для вашего куска мяса. Промывать мясо не нужно. Берем бумажное полотенце и просто хорошо его высушиваем. Ну а затем нам понадобится приправа к ветчине. Я буду использовать сушеный чеснок, смесь разных перцев, хмели сунели, сладкую красную паприку и кориандр. Все специи по 1 чайной ложке. Все хорошо смешиваем. И только после этого полностью всей смесью, которая у вас получилась, покрываем кусок мяса. Смотрите, в этом случае не обязательно использовать приправы точно такие же, как и у меня. Можно все подобрать по своему вкусу, либо же купить готовую приправу к ветчине. Я вам показал свой вариант приправы, который я обычно использую, но вы можете что-то добавить или что-то заменить. Перекладываем мясо на противень или же в форму для выпечки и отправляем все в холодную духовку, включаем вверх-вниз и настраиваем температуру 80 градусов. В таком вот положении мясо будем запекать ровно 4 часа. Температура не должна быть слишком высокой, 80-82 градуса максимум. Через 4 часа достаем кусок мяса. Смотрите, у меня есть градусник, мясо я им не протыкал, и температура, видите, уже немножко падает. Было ровно 80 градусов, 4 часа на 80 градусов. И кусок мяса как будто бы даже не уменьшился в объеме. Ну а сейчас самое главное это удержаться и не попробовать ни кусочка мяса. Мясу нужно дать, так сказать, созреть минимум 4 часа для того, чтобы она хорошо и полностью остыла. Лучше, конечно же, когда она будет остывать целую ночь. Итак, мясо у меня остывало ровно 5 часов, и сейчас самое время разрезать и посмотреть, какое оно получилось внутри. А получилось, я вам скажу, просто необыкновенная вкуснятина. Мясо нарезается хорошо, вот такими вот тонкими ломтиками мясо можно спокойно нарезать даже в домашних условиях. По цвету и по структуре оно сильно похоже на магазинное. Единственное, что здесь нету никакого красителя, который добавляют производители. Мясо разрывается вот так вот легко на волокна, а по вкусу, друзья, это просто обалденное блюдо. Я уверен, что если вы сделаете это впервые, этот кусочек мяса у вас надолго не задержится. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравился вот такой вот простой, но очень вкусный рецепт, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями. Также не забудьте посмотреть еще один очень вкусный рецепт. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!